И всех приветствую, дорогие друзья, на канале PayMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Я стартую следующую новостную неделю по таким играм, как Евротрак Симулятор 2 и American Truck Simulator. Когда вы находитесь в дороге, перевозя грузы, исследуя неизведанные дороги, нового дополнения к карте, легко отвлечешься на чудесную природу и исторические достопримечательности. Однако есть три вещи, о которых вам следует помнить. Куда вы не направлялись, откуда вы едете, какой ваш пункт назначения, что представляет собой ваш груз. Для многих из вас новые отрасли дополнения вдохнут свежий воздух в ваше путешествие. И мы рады продемонстрировать новый контент, который вы найдете в предстоящем дополнении Канзас. Электроэнергия является одной из основных движущих сил в современном мире. Ее производство осуществляется почти непрерывно, но ее потребление колеблется в зависимости от спроса. По этой причине ее необходимо где-то хранить. И имея здесь в игру вспад аккумуляторы, помогите человечеству работать, поставляя аккумуляторы для электроники, складского питания и транспортных средств, включая грузовики. Канзас известен своей богатой историей авиации и по сей день остается процветающим центром авиационного производства. Фактически треть всех коммерческих самолетов, производимых в США, происходит из этого штата. Основным производственным центром является город Вичета, который во всем мире признан воздушной столицей мира. Здесь вы найдете новый знакомый склад по производству авиационных деталей, расположенный в большом комплексе. Внутри и снаружи будет перевезено значительное количество крупногабаритных грузов. Так же, как грузовики, самолеты время от времени требуется технического обслуживания или ремонта. Здесь вступает в действие новое авиационно-сервисное депо. Работники здесь заботятся о различных типах летательных аппаратов, чтобы гарантировать, что они продолжают безопасно перевозить грузы и пассажиров по всему миру. Доставлять необходимые материалы иногда даже прямо в ангар рядом с самолетами. Но будь осторожны, авиационное оборудование стоит дорого. Как упоминалось ранее, Уичито – город авиационных промышленностей. По воздуху и в этом городе и обратно перевозится много грузов. Для этого требуется подходящий грузовой терминал в местном аэропорту, а в дополнение к Канзасу у нас будет новое хранилище, полностью соответствующее реальному аналогу. В реальном мире и в АТС время и прогресс никогда не останавливается, будь то строительство новых конструкций, ремонт существующих или модернизация строительных материалов, нужны для всего. Наша новая компания Building Material Factory поставляет широкий ассортимент материалов, которые ждут клиенты на строительных площадках, на складах или в магазинах. Но прежде чем это может произойти, сначала необходимо доставить разнообразное сырье для производства. Возможно, Канзас не входит в число самых известных производителей автомобилей, но вы все равно найдете здесь автомобильный завод. Завод в Канзас-Сити. Раньше производил самолет, но с 1947 года он занимается производством автомобилей. На этом новом знаковом складе вы будете доставлять различные виды грузов, необходимых для производства автомобилей, чтобы готовые автомобили были готовы к доставке своим клиентам. Еда. Кому это не нравится? Это фундаментальная жизненная необходимость. Большинство из нас покупают продукты в магазине, но они не появляются там просто так. Его не приходится производить на заводах на различного импортного сырья. И в Канзас DLC вы найдете новую версию такого завода. Современные производственные предприятия производят разнообразные вкусные угощения, которые покупателям не терпится получить в свои руки. Глубокое под городами Хатчинос находится великое сокровище соль. Кому-то это может показаться бедным, но соль является важным ресурсом для приготовления пищи и производства многих промышленных продуктов. Животным это нравится, это помогает автомобилистам безопасно добираться домой. Помогайте шахтерам местной шахты добывать высококачественную соль с вашими поставками, которые вы затем можете распространять различным клиентам по всему миру АТС.
Иногда в подземных сетях происходят поломки, и для их ремонта необходимы земляные работы. Теперь вы можете столкнуться с этим и в American Truck Simulator. Работники необходимых быстрее поставки материалов для обеспечения быстрого ремонта и полного восстановления критических важных ресурсов. Поломки могут произойти где угодно, поэтому внимательно следите за списком заданий, чтобы убедиться, что вы ничего не пропустили. Итак, продолжайте, дайте нам знать в комментариях, какую новую отрасль вы хотели бы посетить в первую очередь, как только будет доступна Kansas DLC. И если вы уже не терпите увидеть больше, покажите нам свое восхищение, добавив расширение карт в свой список пожеланий Steam, и следите за нашими социальными сетями, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, чтобы оставаться в курсе всех последних новостей. Ссылочка на данное дополнение в описании данного видеоролика. Приглашаю вас посетить Boosty, вы увидите закадровые смешные нелепые моменты и узнать о планах канала. Во время ваших путешествий по Забодобальскому региону вы столкнетесь с большим разнообразием дорожных указателей на разных языках. Наши вывески, ресурсы и исследовательские группы работали вместе над созданием точных и реалистичных знаков, некоторыми примерами которых мы рады поделиться с вами сегодня. В каждом регионе есть свои уникальные знаки, которые участники дорожного движения должны понимать и соблюдать. Эти знаки могут сообщать водителям различную информацию, такую как опасности на дороге впереди, установленные ограничения скорости или альтернативные маршруты. Мы поговорим с нашими специалистом по дорожным знакам Войтеком, и спросили его, имеет ли он приблизительное представление о том, сколько знаков было создано для этого готовящегося дополнения. Для Западных Балканов было создано более 1600 уникальных навигационных знаков, и лишь небольшая часть из них была изменена в соответствии с игровой ситуацией. Почти все они соответствуют своим реальным аналогам. Это снова рекорд по сравнению с нашими предыдущими дополнениями. Наряду с родными языками, на которых говорят на Западных Балканах, вы также найдете некоторые указатели с двузначным текстом или двумя разными алфавитами. Их часто можно найти на навигационных знаках или дорожных указателях. Поэтому, когда дело доходит до поездки на Западных Балканах, обязательно внимательно смотрите на знаки, когда проезжают мимо них. Они будут содержать всю информацию, необходимую для безопасной езды по дороге. Если вам нравится то, что вы видите, это ваш знак добавит дополнение в Best of Balkans в список пожеланий Steam. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться новыми новостями в ближайшем будущем. А до тех пор продолжайте работать. Ссылочка на данное дополнение в описании данного видеоролика. Бесплатные игры в нашем сообществе реально. У тебя не хватает денег, чтобы купить желаемую игру? Мы поможем. Присоединяйся к нашему сообществу, чтобы не пропускать раздачи грандиозных игр нашего века. Ссылочка в описании. Нашей основной целью всегда было сбалансировать качество нового контента с удобством воспроизведения наших игр на различных аппаратных установках. За последние десятилетия нам удалось сохранить совместно с широким спектром систем, последовательно улучшая как визуальные эффекты, так и игровой процесс. Это обязательно распространяется на наши основные игры, DLC и проекты по переработке карт. Мы хотели бы сообщить вам, что обновляем рекомендуемые нами спецификации ПК, особенно для графического процессора ЦП и памяти, одновременно выступая за переход с жесткого диска на CD для значительного повышения производительности. В инфографике ниже описаны эти изменения. Мы считаем, что наши пересмотренные требования уместны и современны для тех, кто рассматривает возможность обновления системы. Примечательно, что наши требования к оборудованию остаются в основном неизменными с 2012 года. Однако, учитывая достижения в нашем последнем готовящемся контенте как для ETS 2, так и для ATS, мы считаем, что пришло время обновить наши системные требования. Это обновление уточняет аппаратное обеспечение, необходимое для оптимальной производительности, ориентируется на игровой процесс с разрешением 1800p при 30 кадрах в секунду на средних и низких настройках. Справедливо признать, что оборудование, которое мы ранее предлагаем, может больше не соответствовать этому стандарту с нашими новыми контентами, предстоящими улучшения и функций. Графические карты, которые мы изначально рекомендовали, годами отсутствовали на рынке, что делает ее непрактически в качестве эталона. Поэтому обновленные рекомендации на основе более современного оборудования оправдано.
Наши игры по-прежнему будут запускаться на старых системах. Мы не хотели разочаровать наших преданных поклонников, делая их существующее оборудование устаревшим. Однако качество воспроизведения может не соответствовать нашему эталону в 30 кадров в секунду. В этом случае мы рекомендуем скорректировать и, возможно, еще больше снизить настройки качества в игре, чтобы улучшить частоту кадров. Технические изменения системных требований станут актуальным с выпуском предстоящего обновления 1.48.5 для технического обслуживания. Тем не менее, мы хотели предоставить эту информацию сейчас и объяснить обоснованные, поскольку мы собираемся начать обновление всех страниц игр и DLC в магазинах Steam. Ну что, дорогие друзья, вот такая новостная неделя получилась, всего лишь 3 новости. Самая основная новость, я считаю, то, что вот обновление системных требований к ПК. Ну и в принципе все. С вами был, как всегда, я, Михаил, с канала Пайкмейкер. Забывайте план 10, который сейчас видите у меня на экране, лайк, колокольчик и подписка на канал. И всем пока, пока, пока.